Ведущий корейский актер, всеобщий любимец и красавец Ли Мин Хо спустя 3 года вернулся к работе. «Влюбленные в Париже», «Таинственный сад», «Достоинство джентльмена», «Наследники», «Потомки солнца», а также «Гоблин», «Мистер Саншайн». Новая работа лучшей писательницы драм Ким Ын Сук, король вечный монарх. Началась драма, которая должна быть действительно захватывающей. Писательница Ким Ын Сук написала сценарий к таким драмам, как «Гоблин», «Мистер Саншайн» и другим с действительно корейским содержанием. По трейлеру к драме «Король вечный монарх» также можно увидеть, что здесь содержится много историй. Как на самом деле прописан этот материал в драме, можно понять только после просмотра. Но думаю, что если хотя бы немного знать о сюжете драмы, то просмотр будет намного интересней. Я кратко дам пояснение об истории корейского материала, на котором основана драма, такого как флейта, Корейская империя и прочее. В любой стране есть таинственный предмет, который передает божественную силу. В Корее флейта является одним из таких предметов. Во времена Объединенного Сила единый правитель южной части полуострова хотел большей безопасности для страны. Чтобы обеспечить защиту от грабежей пиратов, он также строит храмы и умирает, постоянно трудясь на благо страны. Но перед смертью он велит своему сыну: «Народу будет слишком сложно делать большую могилу, поэтому похорони меня скромно на высокой скале. Когда я умру, обращусь в дракона и буду защищать страну». Сын, повинуя словам отца, провел обряд на скале над морем. Спустя много лет, став правителем по воле отца и завершив строительство храма, в один из дней появилась новость о том, что в море маленькая гора приближается к храму, и он направляется туда. Видит, на маленьком острове растет бамбуковое дерево. Днем это дерево делится на два, а с приходом ночи снова объединяется. Этот остров – сокровище отца, который превратился в дракона. Зайдя на остров, появляется дракон и рассказывает историю о сокровище. Так же, как при соприкосновении ладоней появляется звук, при объединении этого бамбукового дерева издается волшебный звук, и он становится сокровищем. Убирает плохие дела в этом мире и приводит к миру. «Сделай из него флейту и храни ее», — говорит он ему. Так была создана флейта, и когда король в нее дул, все было мирно. Однако эта флейта прошла через много, ее и похищали другие страны, она также была утеряна. В итоге сила была уничтожена, и записи о флейте затерялись. Затем появляется предполагаемая флейта во время династии Чосон, и снова о ней узнают. Таким образом, часто появляются истории о волшебной силе этой мистической флейты. На основе этой истории был создан фильм «Даосский маг Чон У Чхи». По тизерам драмы «Король вечный монарх» ломается флейта, которая хранит мир в этом мире. И мы видим, что это приводит к тому, что разворачивается что-то глобальное в стране. Также в видео мы видим два столба. Это не точно, но говорят, что он похож на обозначающие два столба, которые использовались со времен Сила и по наше время. С этого места говорится, что это не простой мир, а знак буддийской территории. Когда люди заходят в буддийский храм, при виде этого места говорят, что замирает сердце. Это место, которое готовит в путь в другой мир. Если посмотреть с этого смысла, то можно сказать, что очень похоже на то, что Ли Мин Хо отправляется в другой мир. Однако, на самом деле, расстояние между этими столбами достаточное, чтобы прошел человек. Обычно посередине устанавливается длинная колонна, которая выполняет роль фиксации. Означает ли это, эти символичные две колонны, или же изображено что-то схожее с этим смыслом? Мы сможем узнать только после просмотра драмы. И напоследок, Ли Мин Хо играет роль императора Корейской империи. Корейская империя – это название государства, которое просуществовало совсем короткий период, до момента, как Корея была захвачена Японией. Корея, которая хотела построить свободную страну, освободившись от влияния сильных государств, однако в то время был период, когда Корея находилась под влиянием разных стран – Америки, России, Франции, Англии, Японии и других. На тот период связь с Россией также глубокая. Говорят, что император Корейской империи сбежал в дипломатическую миссию России, сбегая от угрозы Японии.
В любом случае, благодаря разным усилиям стать независимым государством, название «король», которое использовалось во время династии Чосон, было заменено на «императора» во время создания Корейской империи. Однако Корейская империя долго не просуществовала. Увеличились силы, которые должны были занять сторону Японии. И в итоге Япония отняла страну. А страна, как империя, исчезла из истории. Однако Ли Мин Хо предстает в драме «Король Вечный Монарх» в образе императора Корейской империи. Возможно, хотят показать образ Кореи, которая сохранила империю. И со времен Чосон до Корейской империи правила династия Ли. Мы видим, что в драме имя Ли Мин Хо – Ли Гон, то есть в то время она не была разрушена и сохранилась. И кажется, что показывается как параллельный мир. До какой степени совпадает сценарий драмы и настоящие моменты из истории, мы можем узнать, только посмотрев ее. Решила сделать это видео, потому что думаю, что такие знания немного смогут помочь при просмотре, чтобы понять смысл. Будем вместе наблюдать за сюжетом этой драмы «Король Вечный Монарх». Всем приятного просмотра!